Привет всем! Хочу рассказать о способе решения проблемы датчика уровня воды в увлажнителе Xiaomi. Многие, наверное, сталкивались с этим, то что увлажнитель перестает работать из-за того, что датчик уровня показывает отсутствие воды, даже когда он у вас есть. Так вот, проблема эта возникает из-за поломки так называемого синего модуля контроллера, который снимает показания с датчика уровня и передает их в мозги устройства. У меня случилось как раз это. Я попробовал перепаять синий модуль по инструкции из интернета, поменял там две микросхемы, но мне это не помогло. Я стал искать другие варианты решения и наткнулся на GitHub на такой вот способ. Синий модуль отсутствует полностью, он выпаян и на его место припаяна Arduino Nano с прошивкой, которая позволяет считывать показания с датчика и передавать их в мозги устройства. То есть устройство знает, сколько воды сейчас в резервуаре и корректно работает. Ну и хочу продемонстрировать работу датчика доливом воды. Вот у нас загорелся второй светодиод. Там стоит Arduino. Кроме того, у этой прошивки имеется возможность калибровки датчика, то есть его можно откалибровать под ваше состояние, так, чтобы все работало корректно. Вот так вот выглядит схема подключения. То есть Arduino подключается напрямую к блоку питания увлажнителя, к тому месту, где стоял синий модуль. Самое сложное в этом аккуратно выпаять синий модуль, не повредив саму плату блока питания. И потом на контакты, к которым был припаян модуль, подпаивается Arduino. Она питается от этого же блока питания, то есть не требуется ничего дополнительно, просто соединяется проводами. И дальше Arduino передает сигнал с датчика в мозги устройства. Единственная радиодеталь, которая здесь требуется помимо Arduino, это резистор на 1 мегаом. Итак, скачиваем прошивку по ссылке в описании. И также скачиваем Arduino IDE. Это среда разработки Arduino, и это программа, которая позволит вам залить прошивку в нашу плату. Так, открываем в Arduino IDE файл прошивки. Он там единственный, кроме файла readme. И видим следующий код. Далее подключаем плату к компьютеру и смотрим, чтобы на вкладке порт был порт нашей Arduino. В случае с Windows там будет COM1, COM2, COM3, COM4. Если его не появилось, то потребуется установить дополнительный драйвер виртуального COM-порта, который называется CH340. Он необходим именно под вашу систему, которая у вас установлена. После этого порт появится здесь. Остальные настройки плата Arduino Nano в нашем случае. Arduino Nano. Процессор Atmega 328P. В моем случае старый загрузчик. Возможно, у вас плата будет более новая, тогда потребуется выставить другую, то есть Atmega 328P без старого загрузчика. Просто если загрузка не идет, вы выбираете другой. Программатор у меня стоит Arduino ESP, ну либо может быть Arduino, либо может стоять AVR ESP. Это не принципиально, работают оба. Далее, смотрим в первой строчке, нам требуется библиотека Capacitive Sensor. То есть это библиотека, которая позволяет работать с имкостным датчиком. Это то, что нам надо. Идем инструменты, управлять библиотеками. Ждем, пока обновится список. И вставляем в поиск Capacitive Sensor. Вот это наша библиотека, которая нам нужна. Жмем установка. У меня он уже установлен, поэтому дополнительно ничего не требуется. У вас будет активная кнопка установка. Нажимаем, устанавливаем. Все, после этого можно залить прошивку.
Мне никаких изменений не потребовалось. У меня все работало именно с такой прошивкой, которую задумал автор с теми значениями калибровки. Но в дальнейшем вы можете откалибровать показания вашего датчика. Нажимаем «Загрузка» и ждем. Все, загрузка завершена. То есть теперь Arduino прошито. Можно подключить по схеме Arduino к блоку питания увлажнителя, и все будет работать. Если вам нужна калибровка, смотрите, во-первых, нужно закомментировать вот эту строку 49-ю, где мы отправляем данные в увлажнитель, и раскомментировать следующую строку. Тут написано «для калибровки». Этим самым мы отключили отправку данных в увлажнитель и включили отправку данных в монитор серийного порта вашего компьютера. После этого снова загружаем прошивку и подключаем датчик. Только датчик. Питание от блока питания увлажнителя подключать не надо. Если вы подключите два питания и USB и от блока питания, то у вас сгорит и плата, и, возможно, USB порт. Поэтому всегда только один источник питания. Так, загружаем прошивку. Напоминаю, это нужно для калибровки, если у вас что-то пошло не так. Если все в порядке, то ничего калибровать дополнительно не нужно. Так, загрузка завершена. Теперь можем открыть монитор порта. Датчик у нас уже подключен, и вот мы видим значение. Это значение симкосного датчика увлажнителя, который находится в резервуаре. То есть мы можем записывать минимальное значение при минимальном уровне, когда датчик сухой, и постепенно заполнять и смотреть, как изменяются эти значения. Все, потом мы закрыли этот порт, монитор порта, и обратно закомментировали эту строку, раскомментировали предыдущую и внесли, собственно, значение, необходимое нам. Минимальный уровень min reading, максимальный уровень max reading. После этого записываем изменения. То есть опять загрузка прошивки. И все. После этого у нас датчик будет откалиброван, как вам нужно. У меня никакой калибровки не потребовалось. Какие значения разработчик занес, с такими все прекрасно работает. Что тут еще есть интересного? Можно подкорректировать значение тайм-аута, то есть чтобы он не так часто опрашивал. Сейчас это 500 миллисекунд, то есть это каждые полсекунды опрашивается датчик. Ну, наверное, так часто не нужно, поэтому можно его изменить. Хочу обратить внимание, что плата блока питания была залита лаком, и после удаления синего модуля у нас остаются оголенные участки. Их можно замазать термоклеем из клеевого пистолета. А саму Arduino я планирую упаковать в какой-нибудь пластиковый пакетик и подвесить рядом с шаговым двигателем, потому что внутрь корпуса блока питания она у меня уже не помещается. Но возможно, если к ней не будут припаяны гребенки, то есть если вы купите ее без гребенок, ссылки, кстати, на Arduino я оставлю в описании на AliExpress, если вы не знаете, где ее достать. Вот, если Arduino будет без гребенки, то вполне возможно, что удастся установить ее прямо в черный корпус блока питания. В моем случае этого не получилось, поэтому я немножко расширил отверстие под вывод проводов, вывел туда провода и установлю ее снаружи. Там места достаточно для установки платы. Все, спасибо за просмотр. Если у вас будет какой-то положительный или отрицательный результат, обязательно пишите в комментариях, будет интересно узнать. Если у вас все получилось, буду рад любой благодарности. Ссылка будет даже на донат, можете оставить мне на какие-нибудь вкусняшки или пиво. Шоколадки я тоже люблю. Все, всем спасибо за просмотр. Пока. Ну и итоговое размещение вот такое. Arduino затолкано в пакетик, обмотанный изолентой, и на двухсторонний скотч расположилась вот здесь вот приклеена к корпусу. Блок питания выглядит без изменений. Из него только выходят дополнительные провода к Arduino.